В очередной раз, путешествуя по бескрайним просторам всемирной паутины, я познакомился с очень увлекательным и познавательным блогом «Смотровая военврача». Автор блога Алексей Водовозов, научный редактор журнала «Российские аптеки» и спецпроектов ГК «Ремедиум», член клуба научных журналистов, член экспертного совета премии имени Гарри Гудини, врач-терапевт, в прошлом успешно служивший в рядах вооруженных сил. Обязательно загляните в его смотровую в живом журнале. Уверяю, этот блог не оставит равнодушным ни одного читателя. Ссылку на блог Алексея вы можете найти в описании к этому видео. А сегодня я хочу познакомить вас с одной из статей, размещенных в смотровой военврача, которая посвящена истории медицины, а именно медицине средневековой Руси. Здравствуйте, мои хорошие! Можно выделить три основных направления, по которым развивалась русская медицина – языческая, народная, монастырская и светская. Сравнивая их развитие и степень влияния, можно объяснить популярность Малаховых, газеток типа ЗОЖ и прочих народно-альтернативных источников и методов. Языческая медицина развивалась издавна и была неотъемлемой частью языческих культур. А вот что писал в 1891 году профессор Казанского университета, историк-публицист Загоскин в своей книге «Врачи и врачебное дело в старинной Руси». Русская народная медицина так же стара, как стара и историческая жизнь русского народа. Корни ее уходят в глубину доисторической, языческой поры жизни нашего народа. Она пережила затем тысячелетний период уже исторической жизни его и до наших дней сохранила за собой огромную силу, существуя наряду с научной медициной и даже вступая с ней подчас в борьбу. Знакомо? Больше 100 лет назад написано, а до сих пор актуально. А вот еще одно объяснение от профессора Загоскина. Доступной для народных масс врачебной помощи в нашем Отечестве не существовало вплоть до введения земских учреждений и тесно связанного с ними возникновения земской медицины. Земская реформа, если не ошибаюсь, это 1864 год. Первая аптека на Руси появилась только в 1581 году в Кремле. А теперь прикиньте, сколько веков наши люди лечились у волхвов, ведунов, кудесников и бабок-костоправок травами, заговорами и водой. Врачеватели-язычники в народе считались посредниками между миром людей и таинственными силами природы, которые могут обращать эти силы как на пользу человеку, так и во вред. При этом волхвы и ведуны работали одновременно по нескольким направлениям. Тут и публичные магические действия, и лекарское знахарство, и гадание о личной судьбе. За помощью к ним обращались как простые люди, так и князья главного калибра. Вспомните хотя бы песнь о вещем Олеге. Позднее разномастных кудесников стали наименовать лечцами. Именно так их называли в краткой «Русской правде», древнейшем из дошедших до нас своде русских законов. Первая четверть XI века правления Ярослава Мудрого. Самое интересное, что в «Русской правде» была узаконена оплата труда лечцов. Человек, которому кем-либо была нанесена рана, имел право требовать от обидчика 3 гривны и сверх того особое вознаграждение тому, кто будет лечить эту рану. За обиду 3 гривны, а литцю мзда. В более поздних редакциях это вознаграждение называлось лечебным. Знания лечцы передавали исключительно от отца к сыну. Чужаков к секретам профессии не допускали. Лечцы широко использовали различные средства растительного, животного и минерального происхождения. Из растений наиболее популярны были полынь, крапива, подорожник, багульник, злоненавистник, бодяга, липовый цвет, листья березы, кора ясеня, можжевеловые ягоды, лук, чеснок, хрен, березовый сок и прочее. Среди продуктов животного происхождения особое место занимали мед, кобылье молоко, печень трески и панты оленя. Были в ходу и минералы. Так растертый в порошок хризолит давали при болях в животе. Для родовспоможения на женщин надевали ожерелье из яхонта. Уксус, медный купорос, скипидар, селитра, серный камень, мышьяк, сурьма, ртуть – все это использовалось в терапевтических целях. Нарзан знаете? Я вот люблю его больше других минералок. Между тем, еще древние русичи знали кислую воду, использовали ее для лечения проблем с желудочно-кишечным трактом. Есть мнение, что живая вода из сказок – это как раз нарзан. В переводе, как мне тут подсказали, с кабардинского нарзан – богатырь вода.
Это слово перекочевало в древнерусский и благополучно дожило до наших дней. Многие рецепты древнерусской медицины дошли до нас в виде более чем 200 сборников, травников и лечебников. Записаны они были, правда, позже, с распространением по Руси христианства и грамоты. Были в лечебниках действительно эффективные рецепты, которые впитала в себя научная медицина. Была и откровенная ерунда, основанная на поверьях и мифах. Вот, например, один рецепт для лечения алкоголизма. Нет желающих опробовать на себе. Живую рыбу бросали в водку и дожидались, пока она погибнет. Считалось, что во время агонии жизненная сила рыбы переходит в водку и помогает пьянице завязать. Чаще всего таким образом морили щук, вьюнов, линей и налимов. С развитием христианства на Руси стала развиваться монастырская медицина и вместе с ней монастырские больницы. Первые подобные лечебные учреждения появились в Киеве, Переяславле. В Никоновской летописи записано, что в 1091 году митрополит Ефрем поставил в Переяславле строение банное, устроил больницы и приставил к ним врачов, которые подавали всем приходящим безмездно врачевание. Позднее больницы появились в Новгороде, Смоленске и Львове. Наибольшей популярностью пользовалась больница при Киево-Печерской лавре. Со всей России стекались страждущие, и многие находили там исцеление. Для тяжелобольных при монастыре были специальные помещения, где постоянно дежурили монахи, ухаживавшие за больными. Монахи считали врачевание делом их подвижнического долга и относились к накоплению знаний и опыта с усердием. О нескольких таких докторах стало известно из летописей. Один из первых – причудный лечец Антоний, практиковавший ранее в Афонском монастыре. Известно, что он сам готовил зелья, которыми лечил своих пациентов. Второй – преподобный Олимпий, который готовил собственного рецепта мази для прокаженных, которым не смогли помочь волхвы и неверные люди. Третьим, особенно славным врачевателем Киево-Печерской лавры, был преподобный Агапит, лучший ученик уже упоминавшегося Антония. В основном он стал популярен после того, как излечил внука Ярослава Мудрого, черниговского князя Владимира Всеволодовича, более известного как Владимир Мономах. После этого случая популярность Агапита возросла невероятно. В Киево-Печерском потерике, по сути, содержались сведения о врачебной этике XI-XII веков. Врач должен быть образцом человеколюбия вплоть до самопожертвования. Ради больного выполнять самые черные работы, быть терпимым и сердечным по отношению к нему, делать все, что в его силах для излечения больного, и не заботиться о личном обогащении и профессиональном тщеславии. Ведунов и прочих народноязыческих целителей церковь гоняла. Их действия расценивались как преступление, сговор с дьяволом. Могли и на костре сжечь, по примеру своих западноевропейских коллег. Так, в одном из самых продвинутых княжеств, Новгородской республике, в 1227 году сожгли 4 волхвов. Правда, к таким мерам прибегали редко, лишь в особо запущенных случаях. Тем не менее, церковь не смогла монополизировать врачевание. Уже при Ярославе Мудром на Руси существовали вольные врачи и частная врачебная практика, то есть светская медицина. В отличие от безмездной монастырской медицины, частная медицина была возмездной, то есть платной. В городах, при дворах князей и бояр служили светские лечцы, как отечественного, так и зарубежного производства. В том же Потерике упоминается безымянный лечец-армянин, который практиковал в XI-XII веке в Киеве. О нем пишут следующее: «Хитер зелого врачевания, яко прежде того не быти таковому». Его услугами пользовались князья Всеволод и Владимир, который мономах. Светские врачи всячески подчеркивали свою обособленность от языческого знахарства и от монастырской медицины, хотя использовали лучшие достижения и опыт как первых, так и вторых. Хирурги в Древней Руси тоже водились. Их называли резалниками. Упоминания о хирургических операциях сохранились, например, в сборниках, своеобразных дайджестах на философско-религиозную тематику. Резалники умели разрезать ткани, оттирать, ампутировать конечности и другие больные или омертвевшие части тела, делать лечебные прижигания при помощи раскаленного железа, каутеризация. Описаны ножи для рассечения и точила, не путать с точилами, врачебные. Вместе с тем резалники владели и терапевтическими методиками, знали травы, мази и тому подобное.
То есть однозначного разделения на терапевтов и хирургов все-таки не было. Естественно, была развита и военно-полевая хирургия. Куда же без нее во времена постоянных локальных и глобальных конфликтов? Для перевязки ран использовался, например, высушенные мицелии грибов или древесный мох. Раны промывали целебными жидкостями, присыпали и окуривали дымом. Глубокие раны, фистилы, спринцевали. Наложение швов также практиковалось. Для этого были и иглы, и нити специальные. В летописях сохранились упоминания шин для транспортной и мобилизации раненых и поломанных, а также о различных протезах для ампутантов. Протезы были деревянные с металлическим усилением. А вот по уровню развития санитарного дела в X-XIV веках Древняя Русь давала 100 очков форы Западной Европе. Об этом свидетельствуют прежде всего археологические раскопки Древнего Новгорода, начатые в 1932 году и во многом сформировавшие наши представления о средневековом русском городе. Улицы в городе X века были покрыты многоярусными до 30 слоев деревянными настилами. По городу проведены глиняные и деревянные водоводы и водосборники. Для сравнения, в средневековой Германии мостовые появились в XIV веке, а водопроводы в XV. Кроме того, при раскопках Новгорода было найдено множество предметов санитарно-гигиенического назначения. Ну а про русские бани вы и так прекрасно все знаете. Действительно, не считая своей основной функции помыться, она могла помочь при очень многих заболеваниях. К тому же баня была самым чистым помещением в усадьбе. В ней принимали роды, обрабатывали новорожденных, вправляли вывихи, делали кровопускания, проводили сеансы массажа, втирали лекарственные мази при заболеваниях кожи и суставов. Первое описание паровой бани относится к XI веку. Бани и водопроводы – это, конечно, здорово. Вот только британцы еще не выпустили холеру из Индии, а от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, никакая канализация не спасет. Поэтому мор на Русь являлся с завидной регулярностью. С XI по XVIII век в летописях упоминается более чем о 50 эпидемиях. Начинались они обычно с пограничных городов – Смоленск, Новгород, а потом распространялись по торговым путям вглубь страны. Смертность во время мора мало чем отличалась от европейской. Так, во время эпидемии 1230 года в Смоленске погибло 32 тысячи жителей. Отношение к эпидемиям у населения было двоякое. С одной стороны, заморное место запирали, то есть на дорогах ставили заставы, в лесах устраивали засеки. С другой стороны, вплоть до 15 века умерших во время эпидемии хоронили по религиозным ритуалам на кладбищах при церквях, при скоплении народа, что только способствовало распространению болезни. Кроме того, причиной мора считали гнев Божий, расположение звезд, перемену погоды. А главным методом прекращения эпидемии считалось массовые молебны, причем зачастую доходило до крайностей. Так, в Новгороде в XIV веке горожане за 24 часа построили церковь Андрея Стратилата, которая сохранилась до наших дней. Монголо-татарское нашествие нанесло сильнейший удар по многим аспектам жизни Руси, в том числе и по медицине. Светская медицина угасла, многие монастыри были разорены и сожжены. Однако те, кого пронесло, стали центрами национальной медицины. Одним из ведущих в то время был Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году и не подвергавшийся набегам. В стенах монастыря в начале 15 века монах Кирилл Белозерский перевел с греческого Галинова на Иппократа, комментарий Галена к Гиппократову сборнику. При монастыре было несколько больниц, одна из них реставрирована и охраняется государством как памятник архитектуры. Возрождение культуры и медицины началось только после ликвидации ига. А для Северо-Восточной Руси это 1480 год. А на этом на сегодня все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!